Всем привет, Самитори-чан! Давайте поговорим о неочевидных минусах жизни в Японии. Когда я гуляю с кем-то, кто впервые приехал в Японию и восхищается этой страной, как здесь классно, вау, я хочу сюда переехать, это вещи, которые всплывают у меня на уме, поскольку это минусы, которые не каждый турист может заметить за 2-3 недели пребывания в этой стране. Это не вещи, из-за которых я лично бы разочаровалась и уехала из Японии, но о них лучше знать заранее. Поэтому поехали. 8 неочевидных минусов жизни в Японии. Первое — это дорогие перелеты между городами. Некоторые люди думают, что они переедут в Японию и будут путешествовать, смотреть эту прекрасную страну, но, к сожалению, нет. Я по себе рассужу, я живу в Японии 13 лет. Мне кажется, я объездила меньше Японии, чем некоторые заядлые туристы, кто приезжает сюда на, допустим, там месяц и исследует всю Японию с начала до конца. У меня такого и времени нет, поскольку ты, когда живешь в Японии, работаешь, живешь, ежедневная рутина, завтрак приготовил, поработал, потом спать, и у тебя особо нету времени путешествовать. И также это довольно дорого. Самолет Фукуока-Токио, возможно, не самый лучший пример, поскольку это довольно популярное направление, и здесь летают хорошие лоукостеры, но вот, допустим, мы хотели полететь из Фукуоки в Нагану к нашим друзьям, это север Японии, 2 часа на скоростном поезде из Токио. Если, допустим, из Фукуоки лететь, час всего лишь на самолете, и мы такие: вау, классно, будем к вам летать каждое лето, у них прохладнее в Нагану, но самолет из Фукуоки в Нагану, хоть он всего лишь 1 час перелет, стоит примерно $250 в одну сторону для одного человека. За эти деньги можно полететь куда-нибудь в Тайвань из Японии. Да, я знаю, я раньше советовала туристам путешествовать по Японии на самолете и говорила, что это выгодно, но я имела в виду, что это выгоднее, чем путешествовать на скоростном поезде Шинкансен, тем более на большие расстояния, поэтому, допустим, Фукуока-Токио на самолете будет дешевле. Но если сравнивать цены на перелеты по Японии и по той же Европе, в Японии намного дороже. И цены на самолеты становятся еще выше в горячие сезоны, поэтому, допустим, цветение сакуры или Golden Week, золотая неделя, цены могут быть в 2-3 раза дороже, чем обычно. Как и, наверное, везде, но, живя в Японии, вы можете путешествовать чаще всего только именно в горячий сезон, когда, допустим, это государственные праздники или выходные. Второе — это короткий световой день. Кто-то посмеется и скажет: Вика, ну что за минус ты нашла такой? Могла посерьезнее минусы найти. Но по-настоящему это вещь, которую ты не замечаешь, когда просто путешествуешь по Японии, но с годами она начинает тебя немного добивать. Особенно это начинает давить, когда работаешь в японском офисе. Утром на работу идешь, еще ладно, солнышко светит, но когда возвращаешься с работы, неважно, как рано ты закончил, солнца уже нет. Мне кажется, когда я работала в японской фирме, я, наверное, 2 или 3 года солнца не видела вообще, кроме выходных, по моим ощущениям. Если сравнивать световой день в Японии и где-нибудь в Европе зимой, то большая разница не ощущается. Допустим, в Токио в декабре-январе световой день примерно 10 часов, восход в 6:50 в 7 и закат в 4:50 примерно. И да, по моим ощущениям, примерно так и есть. Но, допустим, в Испании и в Мадриде световой день тоже примерно 9,5-10 часов, восход в 8:30 позднее и закат в 6, тоже немного позднее. Но летом разница существенно чувствуется. В Токио летом световой день примерно 14 часов, восход в 5 утра и закат в 7 вечера. И Мадрид восход в 6:45-7 и закат в 9:45. То есть по длине светового дня разница буквально 1 час, но в Японии светлеет намного раньше и темнеет намного раньше. И по моим ощущениям в Токио не в 7 вечера темнеет, а где-то, наверное, в 6, в 6:30 даже летом уже чувствуется, что все, ночь, конец дня, поскольку здания высокие и солнце не поступает, сколько оно могло бы поступать. Допустим, в Фукуоке чувствуется, что закат может быть в 7 или даже в 7:30 вечера за счет того, что более низкий город. Поэтому, если вы не просыпаетесь в 4-5 утра, вы не можете по полной насладиться светлым днем в Японии. И я, к сожалению, так рано не просыпаюсь, я просыпаюсь в лучшем случае в 7:30, в 8 утра, и уже где-то в 4 вечера, в 5 вечера, когда начинает темнеть, я уже чувствую, что все, конец рабочего дня, и это делает меня менее продуктивной, как мне кажется. Третье — это плохое качество воздуха и желтый песок из Китая. И я об этом узнала только через несколько лет жизни в Японии, примерно в 2013 или 2014 году. Я тогда жила еще в Токио, и я выхожу на улицу, смотрю по сторонам, а все словно в желтом тумане.
И японцы, кто был со мной вместе, говорят: Вика, надень маску, это вредно для здоровья. И я такая: что это? И они такие: это желтые песочные бури, которые к нам иногда из Китая идут. И я такая: что? Оказывается, в зависимости от сезона и направления ветров, со стороны Китая на Японию могут идти, как называют их японцы, песчаные желтые бури, а также смог. И в смоге содержится PM2.5, это такие микрочастицы, которые легко переносятся воздухом и также легко впитываются организмом человека, поэтому они довольно вредны для здоровья. К счастью, этого становится все меньше и меньше, потому что Китай тоже делает разные ограничения с своей стороны, и все меньше выбросов разных в воздух выпускает, и поэтому это меньше доходит до Японии. Но, к сожалению, это все еще есть, и хоть Токио последние, наверное, лет 5 уже меньше под этим влиянием, южная сторона Японии, которая ближе к Китаю, допустим, где мы сейчас живем, Фукуока, все еще страдает от смога, который приходит с той стороны. И не только Фукуока, Корея и вся эта часть тоже периодически просто красного цвета, если смотреть по качеству воздуха, и это немного пугает. Обычно вон там видна гора. Сегодня совершенно ничего не видно. Так бывает не всегда, но хотя бы несколько раз в месяц у нас бывают такие дни, когда стоит смог, и особенно в весенний и летний сезон. Четвертое. Все сделано для одного человека, поэтому если вы одинокий человек или вы пара без детей, то, возможно, для вас это не минус, но если вы пара, у которой есть дети, или вы планируете завести семью, то тогда в Японии жизнь может быть для вас не очень комфортной. Я уже не раз рассказывала, что в Японии старение нации и низкая рождаемость, и одна из причин низкой рождаемости – это то, что мало людей сейчас в принципе женится и выходит замуж. И также не нужно у нас лично спрашивать, когда у нас будут дети, когда будут, тогда будут. В Японии не все пары, у кого нет детей, не заводят их, потому что не хотят, хотя такие тоже есть, но также много у кого проблемы финансовые, со здоровьем проблемы, бесплодие, выкидыши. Сейчас у каждой четвертой пары в Японии проблемы с зачатием. И нужно это иметь в виду, когда вы говорите с людьми, это реалии, в которых мы сейчас живем. Но, как вывод, как результат, сейчас многие бизнесы в Японии ориентируются на то, что больше одиноких клиентов, у кого нет детей. Именно поэтому в наше время многие вещи в Японии ориентированы на одного человека. Допустим, есть целые рестораны, где по одному только садятся. Знаменитая сеть японских раменных Ичиран, где ты садишься за каунтером, отдельно каждый в свою ячейку, с двух сторон такие как панели, и спокойно один ешь свой рамен. Также есть разные продукты в магазинах, которые только для одного человека продаются. Если раньше, допустим, в Японии продавали суп набе, это популярное зимой блюдо здесь, на целую семью, допустим, упаковка на 3 или 5 людей, сейчас часто продают на одного или максимум 2 человек. Большинство квартир в аренду маленького размера и рассчитаны тоже на одного или максимум 2 человек, и некоторые квартиры даже не разрешают в принципе детям там жить. Допустим, в Токио, когда мы жили, у нас была квартира 40 с чем-то квадратных метров, не супер маленькая, но по контракту у нас нельзя было держать животных и детей. А найти просторную квартиру, где можно жить с детьми, и чтобы она не съедала половину твоей зарплаты, в Токио довольно трудно, поэтому семьи или переезжают из Токио в более дешевые районы, или выбирают не заводить детей совершенно. Или, допустим, я помню до сих пор, моя знакомая японка, которая планировала беременность, говорит мне, что вот, мне нужно обойти все мои любимые рестораны в Токио до беременности. И я такая: из-за чего? Из-за алкоголя? А она такая: нет, я потом не смогу туда идти с ребенком, потому что многие рестораны в Токио, даже которые не рассчитаны на одного человека, не пускают детей туда. Там даже знаки есть: мы не пускаем детей, извините, пожалуйста, чтобы не беспокоить других посетителей. Пятое. Сезонные аллергии. Пыльца японского кедра вызывает сильную аллергическую реакцию у многих людей, о которой японцы раньше не знали и подумали, что «О, кедр, такое удобное дерево, оно быстро растет, высокое и прочное, поэтому его удобно использовать в архитектуре и строительстве в целом. Давайте мы спилим все деревья, которые у нас есть в горах, и засажаем все горы кедрами».
Какое-то время назад в Японии действительно было такое движение, когда срубали естественную разнообразную флору гор и засаживали одинаковыми японскими кедрами под названием суги. И, возможно, если вы были в Японии, вы даже видели эти деревья, потому что японские горы, они одинаковые, как copy and paste. Взяли эти одинаковые деревья и везде насажали. Такие высокие, вечно зеленые. Вот это суги, японский кедр. И на него у многих японцев очень сильная аллергия. И, возможно, раньше, когда этих кедров было не слишком много, не было такой сильной аллергической реакции у многих людей. Но когда его высадили в огромных количествах по всей Японии, пошел какой-то, видно, сбой, и из-за этого сейчас каждый год, примерно с января и до марта, когда пыльца в огромных количествах разлетается по всем городам Японии, японцы сходят с ума. Насморк, кашель, глаза чешутся, чихают, в масках ходят именно из-за того, что пыльца попадает в глаза, и если у вас аллергия на эти деревья, это ад, особенно вот на это время года. И вы пока не живете в Японии, вы точно не знаете, есть ли у вас аллергическая реакция на это дерево или нет. У нас даже по новостям, вы знаете, как передают обычно солнечно, пасмурно, дождь, вот у нас передают количество пыльцы, которые летают в воздухе иногда. 6. Закрытое общество. И я сейчас не о том, что вас не примут в японское общество, если вы иностранец. Да, есть, конечно же, трудности с влитием в японское общество, если вы не говорите на японском языке, или если, допустим, вы не знаете все правила и манеры, которые нужно соблюдать. Но, если вы живете в Токио, это не настолько трудно. Я больше о жизни вне Токио, о которой я узнала только последние годы, переехав из Токио в Фукуоку. Оказывается, за пределами Токио все еще хуже. Потому что, живя в Токио, вы в более глобальной среде, где много иностранцев, кто в Японии учится, или работает, или семья у кого в Токио есть. За пределами Токио таких людей намного меньше. И из-за этого японцы вне Токио не привыкшие к иностранцам совершенно. И чем меньше город, тем в этом плане труднее. И это касается не только иностранцев, даже японцам трудно переехать из большого города в маленький город или деревню, потому что везде есть свое какое-то комьюнити, которое уже устаканенное, установленное за многие годы, и как это влиться в это комьюнити даже японцам тяжело. Несколько лет назад в Японии был бум так называемого чихоиджу, то есть переезда в регионы, когда многие люди, живущие в Токио, кто мог работать удаленно, переезжал в небольшие города, потому что хотел сменить обстановку на более спокойную, тихую, сельскую жизнь. И сейчас люди, кто переехал несколько лет назад, возвращаются назад в Токио. Мы переехали в не настолько маленький город, все-таки в Фукуоке 1 600 000 человек проживает, и это 5-й по размеру город в Японии. Но даже здесь чувствуется довольно большая разница в менталитете японцев, кто здесь проживает. Они совершенно не такие, как в Токио. Допустим, если в Токио ты разговариваешь с человеком, многие люди, с кем я общалась в Токио, были за границей, общаются с иностранцами, у кого-то муж, жена, друзья иностранцы, то в Фукуоке многие люди, с кем я общаюсь, никогда не были за границей. Даже некоторые не выезжали никогда за пределы Фукуоки. Не говоря уже о том, что впервые видят иностранца, который говорит на японском языке. И это может быть забавно местами, а иногда это создает проблемы, когда ты именно пытаешься какие-то вещи решить. Например, многие мои знакомые очень с трудом находили квартиру в Фукуоке. В принципе, меньше квартир, чем в Токио, и еще и меньше квартир, которые сдают иностранцам, чем в Токио, где уже привыкшие к иностранным клиентам. Поэтому получается, если вы иностранец и хотите жить в Японии, даже если вам не нравится Токио, потому что он большой, шумный, дорогой, там много людей, жить там будет проще всего. 7. Высокие налоги. Когда путешествуешь по Японии или даже здесь учишься, особо не обращаешь внимания на налоги, но когда начинаешь тут работать или еще хуже, открываешь свой бизнес, японские налоги начинают пугать. В Японии прогрессивная система подоходного налога, который начинается от 5% и до 45%. Поэтому чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов, и в итоге большой разницы нет. Ты просто работаешь больше часов,
и зарабатываешь столько же, сколько если бы ты работал меньше часов, иногда бывает такое. И также, кроме подоходного налога, в Японии есть резидентский налог, я не знаю, есть ли такое в других странах, тут у нас он 10%, и также НДС в Японии сейчас тоже 10%, поэтому все это примерно половину вашей зарплаты и забирает. Причем самое смешное и грустное одновременно то, что иногда японские политики говорят, что «О, смотрите, а в Европе еще выше налоги, в Японии не такие уж и высокие налоги», но при этом забывают упоминать, что в Европе, во многих странах, где да, такие же высокие налоги, вроде 50-60% от зарплаты, бесплатные школы, бесплатные университеты и много еще бесплатного, что в Японии не бесплатно совершенно. В Японии очень дорогие университеты и школы тоже, поэтому мы просто платим много налогов. Из-за таких высоких налогов есть много японцев, кто предпочитает работать меньше, чтобы зарабатывать меньше, но и меньше налогов платить. И это не очень хорошо для экономики в целом. Есть даже такая вещь, как называется «стена 10 тысяч долларов». Это сумма больше, которой, если вы зарабатываете, с вас много налогов снимается. И поэтому многие японские жены, у кого муж работает на полной ставке, предпочитают зарабатывать меньше, чем 10 тысяч долларов, чтобы меньше налогов платить. И восьмое – это риск при покупке недвижимости. Да, в Японии есть землетрясения, цунами, тайфуны и так далее, которые могут разрушить вашу недвижимость, и это тоже риск, но кроме этого здесь очень необычный рынок недвижимости, который не растет в цене, а наоборот падает. Поэтому, допустим, если вы покупаете в Японии дом или квартиру, со временем цена этой недвижимости, скорее всего, станет ниже, а не выше, и вы не сможете потенциально в будущем это выгодно продать. И да, я знаю, что многие люди говорят, что им просто хочется жить в одном месте, они не думают о стоимости недвижимости, но мы никогда не знаем, как наша жизнь повернется, поэтому всегда приятнее знать, что ты покупаешь недвижимость, и она не упадет в стоимости и не будет равна нулю через 20 или 30 лет. И, допустим, в Японии, если вы покупаете дом где-нибудь вне Токио, то с очень большой вероятностью через 20 лет стоимость дома будет равна нулю, только стоимость земли остается. Есть несколько факторов, почему именно так, но основное это потому, что считается, что старые дома ненадежные, и в Японии много разных катаклизм, и не факт, что если даже дом простоял там 100 лет, он простоит еще 20 лет, если будет большое землетрясение. Поэтому многие японцы предпочитают покупать новые дома, которые построены по новым технологиям, и более сейсмоустойчивые, с лучшей теплоизоляцией и так далее. Второй фактор — это старение нации и то, что ожидается, что будет все меньше и меньше людей, кто мог бы быть клиентом, в особенности семей, потому что больше одиноких людей, кто предпочитает жить в апартаментах. И также централизация. Многие люди съезжаются в Токио, поэтому все меньше людей в других областях вне Токио, и только в Токио цены и растут. Другие города поменьше, даже если это был до этого крупный город, постепенно там население уменьшается, и люди или просто вымирают, или уезжают в Токио. И из-за этого трудно покупать недвижимость где-нибудь вне Токио, а в Токио большие цены, и это недоступно. Из-за этого всего в Японии сейчас очень большая дилемма, вроде как есть много вакантных, дешевых или даже бесплатных домов, но там никто не хочет жить, потому что они или очень старые, или находятся в странном месте, где-то, где людей очень мало живет, и там неудобно жить, или потенциально они будут все больше и больше терять свою стоимость, поэтому их никто не хочет покупать, даже дешево. Это были 8 неочевидных, по моему мнению, минусов жизни в Японии. Конечно, кроме этого есть другие более очевидные и большие минусы, о которых я рассказывала в этом видео, но плюсов еще больше. Именно поэтому я и остаюсь жить в Японии. И есть также видео о плюсах, кому интересно, посмотрите. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!